В жизни бывают предупреждения, которые звучат как шепот перед землетрясением, и их игнорирование может стоить всего. Но есть и божественные предупреждения, эти священные шепоты, которые приходят не для того, чтобы вселить страх, а чтобы подготовить вас к изобилию, которое вот-вот хлынет в вашу судьбу. Это один из таких моментов. И я должен сказать вам с самого начала, это не просто очередное видео, не просто очередная молитва, не просто очередное послание надежды. Это духовное событие. Поворотный момент. В вашей жизни вот-вот откроется дверь, которую ни один человек, ни один демон, ни одна система бедности не смогут закрыть. Но как только она откроется, как только эта молитва войдет в ваши уши, ваше сердце и ваш дух, пути назад не будет. С того момента, как эти слова доходят до вас, что-то начинает происходить, точка активировать внутри тебя. А код изобилия, записанное давным-давно в свитках небес, начнет раскрываться. И это покажется незнакомым. Потому что бедность слишком долго обитала в твоем воображении. Не благословение то, о чем вы молились, да, то, что кажется невозможным, просто не приходит, точка ожидающие жду твоего «да». Жду твоей веры. Жду твоей капитуляции. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но выслушайте меня ясно, это небезопасно. Это нет для тех, кто хочет сохранить свои оправдания. Это не для тех, кто боится тяжести своего наследства. Потому что как только вы вступаете в эту молитву, старая реальность рушится. Дефицит исчезает. Финансовый хаос исчезает. Борьба сменяется тишиной. И что-то новое, что-то священное начинает обретать форму. Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если Бог ответит каждую одну из ваших финансовых молитв сразу? Что бы вы сделали, если бы завтра пришли чеки, которых вы не ожидали? Если банковские счета заполнены цифрами, на которые вы никогда не работали? Если бы двери открылись еще до того, как вы дотянулись до ручки? Возрадуетесь ли вы? Или страх возьмет верх? Видите ли, речь идет не только о привлечении денег. Речь идет о становясь сосудом, что высвобождает богатство. Неудержимый, неостановимый, неоспоримые богатства деньги больше не будут течь ручьем, они будут наводнение возможностей, больше не будут стучать, они будут гнаться. Но вот в чем секрет: каждое чудо налагает ответственность. И каждое обещание – это испытание на готовность. Поэтому я спрашиваю вас, вы готовы проснуться, избыток быть вашим единственным вариантом? Может ли ваш вера нести урожай, который зарезервирован для вашего имени? Потому что эта молитва, она не запрос. Это активирует это духовный ключ. Стоит его вставить, и замки задержат, и застои откроются, и обещанное вам наследство начинает двигаться. Но выслушайте меня, и выслушайте меня внимательно. Как только вы это услышите, оно начнется. Если вы не готовы к радикальному изменению всех сфер своей финансовой жизни, если вы не готовы объяснить внезапные, неожиданные чудеса тем, кто сомневался в тебе, если вы не готовы потерять себя прежнего, чтобы обрести себя нового, божественная идентичность, тогда, пожалуйста, остановись сейчас. Потому что после этого момента, после того, как начинается эта молитва, деньги не перестанут тебя находить, точка благословения не будет обратимыми, путь к богатству, благосклонность и божественное ускорение будет двигаться только вперед. Итак, остановитесь. Сделайте глубокий вдох. И примите решение. Если ты все еще здесь, то напишите в комментариях «Я не боюсь». Богатство – это реальность моей жизни. И поставьте лайк этому видео прямо сейчас, не из-за меня, а потому что что-то в тебе знает, это не совпадение. Оставайтесь до конца. Это не просто предложение, это духовное поручение.
Потому что в последнее мгновение я высвобожу священный ключ, божественное откровение, которое свяжет это обещание с твоей душой и запечатает свой завет с Богом изобилия. Вы в одном шаге от чуда. Но сначала вы должны слушать до самого конца. Давайте начнем. Это момент, когда все меняется. Не только для кого-то другого. Не только для тех, кто, как вы видели, получал чудеса, пока вы молча ждали своей очереди. Этот момент священен. Он личный. Он сверхъестественный. И он твой. Больше не нужно ждать. Больше никаких попрошайничеств. Больше не нужно повторять истории о недостатках или задержках. Что-то внутри тебя уже было активировано, чувствуешь. Как огонь, разгорающийся под кожей. Как пульс, грохочущий в груди, которого раньше не было. Каждый вдох теперь тяжелее, каждое сердцебиение глубже. Что-то древнее пробуждается. Как будто Вселенная затаила дыхание в эту самую секунду, наблюдая, ожидая того самого момента, когда вы выйдете из того, кем вас учили быть, и начните помнить, кто ты на самом деле. Теперь есть сила, неоспоримая, электрическая, живая, толкающая тебя вперед. Прежняя версия тебя исчезает. Медленно. Мягко. Необратимо. Старая финансовая идентичность. Тот, кто связан правилами усилий, пота, дефицита и тяжелой работы с небольшой отдачей. Его ушел. Да, этому было свое время. Да, этому была своя цель. Это научило тебя стойкости. Это заставило тебя все переосмыслить. Но этот период прошел. Ты вступаешь в новое имя, новый кодекс, новое духовное положение в сфере божественного богатства. И я знаю, это тяжело. Я знаю, что это может показаться головокружение от того, что ты вдруг оказался слишком высоко, слишком быстро. Но ты не падаешь, дитя. Ты поднимаешься. Это не просто изменение мышления, это сверхъестественный разрыв парадигмы. Это момент, когда каждой ложь о деньгах, богатстве и вашем месте в этом мире начинает разбиться, как хрупкое стекло. Вы думали, что вам придется бороться, чтобы заслужить это. Ты думал, что должен доказать свою ценность. Вы думали, что богатство предназначено для них, одаренных, влиятельных, избранных. Но послушай меня, ты избранный. Ты тот, кого Бог отметил святой печатью, тот, кого изобилие кружит годами, ожидая, паря, ища открытая дверь. И эта дверь просто открылась. Старый финансовый потолок, он треснул. Стены вокруг твоей судьбы, они трясутся. Каждое ограничение, в которое вы верили, было настоящей, теперь растворяется, как утренний туман под жаром священного рассвета. Ты никогда не был бедным. Позвольте мне повторить еще раз, ты никогда не был бедным. Ты просто был убежденный, ты был. Застрял в сломанной системе, сформированной страхом, воспитанный в нужде и одетый в стыд. Но это никогда не было твоим наследием. Это никогда не было твоей истиной. Ваше сердце создано для большего. Ваше имя было написано. Рядом переполнения не только достаточно. И теперь эта ошибочная идентичность срывается с тебя слой за слоем. Под ней остается только правда. Вы рождены, чтобы процветать. Я хочу, чтобы вы услышали это в своем духе. Позвольте этому отразиться эхом. Изобилие – это больше не то, к чему вы стремитесь. Это то, что принадлежит вам. Это духовное возвращение домой. Чувствуете? Это давление в груди, это жжение в руках, этот огонь в голове. Это не эмоция.
Это не совпадение. Это ваша божественная сущность, восстанавливая себя. То, что когда-то казалось далеким, теперь стало знакомым. То, что когда-то казалось невозможным, теперь неизбежным. Богатство – это отвечие тебе. Благосклонность – это поиск ты. Деньги – это движется к вам, словно реки, текущие к океану вашего духа. Больше никаких ссор. Никаких суеты. Никаких попрошайничеств. Есть только получение. И энергия получения – это открытая, ожидающая, мирная сила, не пассивна. Она высший уровень духовной зрелости. Сказать «я готов». Верить – это мое. Заявить «свершилось». Позвольте мне нарисовать картину. Представьте себе плотину, сдерживающую миллиарды галлонов воды, неподвижную, спокойную, собранную за годы дождей и десятилетий давления. Эта вода – ваше финансовое чудо, ваше достижение, ваше изобилие, ваше наследство. И вот, внезапно, плотина дала трещину. Сначала капля, потом ручей. Затем орев, священный поток, неудержимо врывающийся в вашу жизнь. Это не теоретически. Это не символично. Это реальный сдвиг происходит в вашем духе прямо сейчас. Если вы чувствуете это, произнесите это вслух, где бы вы ни находились. Плотина прорвалась. Мое изобилие льется рекой. Теперь остановись. Погрузись в эту истину. Дай ей укорениться. Пусть она окутает тебя, словно плащ из золота и огня. Старые мысли «я не умею обращаться с деньгами». У меня всегда были финансовые трудности. Кажется, я не могу продвинуться вперед. У них есть что-то, чего нет у меня. Эти мысли больше не принадлежу тебе. Это была заимствованная ложь, переданная по наследству от поколений, которые никогда не знали своей правды. Завет. Но теперь вы знаете. Теперь ваша очередь видеть. Теперь ваша очередь чувствовать. Поэтому я спрашиваю вас, как бы все выглядело, если бы сегодня все начало меняться? Что если бы вы могли проснуться и увидеть божественные депозиты на своем банковском счете? Что, если клиенты позвонят без твоей подачи? А что, если бы люди предлагали вам подарки, о которых вы никогда не просили? Вы бы запаниковали. Вы бы сопротивлялись. Или вы бы раскрыли ладони и сказали: «Наконец, оно здесь». Потому что это не просто фэнтези. Это настоящая трансформация. Бог не дразнит. Он не манит тебя мечтами, недостижимыми для тебя. Он естективирует то, что уже ваше. Твой завет, его жизнь никогда не была просто жизнью, выживанием. Она была написана чернилами о богатстве, славе и изобилии. И ты, дитя света, дитя цели, дитя божественного намерения, ты был рожден для этого. Пусть прольются слезы. Пусть сопротивление падет. Потому что сейчас вы стоите на пороге своего финансового освобождения. И если вы дошли до этого места, я хочу, чтобы вы сделали две вещи. 1. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Не потому, что это модно. Не потому, что это помогает алгоритму. А потому, что это акт взаимодействия, это духовный сигнал, что вы, соглашаясь с этим сообщением, вы заявляете: «Я присоединяюсь к божественному изобилию». 2 комментарий ниже. Цепи разорваны. Мое богатство освобождено. Это не просто комментарий. Это пророческий указ. Когда твои пальцы печатают это, твое сердце запечатывает это. Оставайся со мной. Ведь то, что грядет дальше, завершит то, что только что началось.
Мы собираемся войти в библейский план чудесного богатства. И внутри этого чертежа есть ключ, который получат лишь те, кто останется до конца. Но перед этим дышите еще раз. Ваша трансформация уже началась. Туман рассеивается. Плотина прорвалась. Богатство пробудилось. И твоя судьба ждет. В каждой истории есть момент, когда персонаж переступает порог осознанно или нет, и ничто уже не будет прежним. Вы сейчас стоите в этот момент. И я знаю, что ты чувствуешь. Я чувствую это по твоему дыханию, по тяжести твоего молчания, пока ты слушаешь. Это уже не просто надежда. Это подавлять священное. Священное головокружение. Ты стоишь на краю чего-то, точка слишком большой, чтобы измерить, и все же слишком близко, чтобы игнорировать. Ты чувствуешь это, не так ли? Это не просто вдохновение. Это не эмоция. Его трансформация. Это шаг находиться внутри обещания, о котором ты молился, но втайне боялся, что оно никогда не исполнится. Ты уже не тот, кем был всего несколько минут назад. Что-то изменилось. Что-то изменилось, открылся. Есть духовная дверь, стоя перед тобой, широко раскрытой. И как только откроется дверь божественного богатства, никто не может его закрыть. Даже ты. Это точка невозврата. А теперь вопрос, пройдешь ли ты его полностью или останешься стоять, застыв, все еще цепляясь за отголоски прошлого, которое больше тебе не принадлежит? Поэтому я должен спросить вас сейчас не с обвинением, а с божественной настоятельностью. Как долго вы ждали момента, когда почувствуете себя достойными изобилия? Сколько ночей вы ложились спать, сомневаясь в Божьем выборе времени, спрашивая себя, не забыли ли о вас, испытывая стыд из-за того, что другие, казалось бы, легко добивались успеха, в то время как вы едва могли дышать под тяжестью своих потребностей? Сколько раз вы делали вид, что все в порядке, а внутри ваша душа кричала: «Когда же моя очередь?» Сколько воскресений вы верно платили десятину, улыбались в знак поклонения и возвращались домой, боясь открыть банковское приложение, потому что не хотели еще раз столкнуться с правдой нехватки? Сколько мечты ты похоронил потому, что содержание их в живых казалось слишком дорогим? Будьте честны с собой. Это ваш алтарный момент. Вы когда-нибудь чувствовали себя униженным из-за собственных ограничений? Не потому, что у тебя не было видения, не потому, что вам не хватало веры, но потому, что ваша реальность, казалось, полностью отключился от вышегозвонок. У тебя есть семивеличие. Не зрение изобилия. На доказательство не совпало. И в этом пространстве, между обещанием и доказательством, вы страдали. Я знаю. Бог знает. Но вот тут-то все и ломается. А что, если проблема была не в вашей емкости, а в вашем контейнере? А что, если бы бедность была не в вашем банковском счете, а в вашей системе убеждений? А что, если... Богатство стучится в вашу дверь уже много лет, но вам стыдно ответить? Вот вопрос, который может быть болезненным. Кто тебя научил, что деньги даются с чувством вины? Кто заставил вас поверить, что быть духовным означает быть нищим? Кто убедил тебя, что богатство – это соблазн, а не средство, инструмент в руках праведника? Потому что именно эта ложь тебя сдерживала. Именно эта цепь держала тебя в узде. Но цепь порвалась, дверь открыта. Теперь вам необходимо выбрать, примете ли вы свое наследство или отступите к своим оправданиям. Послушайте меня. Страх, который вы сейчас чувствуете, это не предупреждение, это сигнал. Сигнал о том, что ваша реальность выходит за рамки всего, что когда-либо испытывала ваша нервная система. Это естественно. Это божественно.
И это пройдет, если ты продолжишь идти. Вы вступаете в ту версию себя, которую видели только мельком, смелую, сильную, изобильную, непримиримую. Поэтому позвольте мне спросить вас еще раз, не как голос на экране, а как божественный шепот, от которого вы бежите и к которому бежите одновременно. Можете ли вы справиться с ответами на свои собственные молитвы? Сможете ли вы справиться с клиентами, прибывающими быстрее, чем вы запланировали? Можно ли распоряжаться богатством без чувства вины? Можете ли вы нести милость, которую дарует Бог, не разрушая ее старыми убеждениями? Это твой тест готовности. Потому что дело не в деньгах. Речь идет о личности. Речь идет о том, чтобы войти в полноту того, кем вас называет Бог, не тот, кем они тебя называли. Позвольте мне спросить, почему вы довольствовались объедками, когда стол был накрыт для пира? Почему вы оставались в отношениях, которые принижали ваше призвание, только чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности? Почему вы продолжали заниматься работой, которая подавляла ваш дух, только чтобы платить за аренду? Сколько лет вы платили десятину из страха, а не из веры, надеясь заслужить благословение, которое уже принадлежало вам по завету? Вот в чем суть этого момента. Вот почему страх ощущается иначе. Это не предупреждение, это предсмертный хрип. Не твоя смерть, но смерть каждой старой личности, которая не может войти в эту новую дверь вместе с тобой. Произнесите это вслух. Я не тот, кем был. Я тот, кем становлюсь. Вы в это верите. Потому что правда в том, как только вы увидите это изобилие, ты никогда не сможешь этого развидеть. И это милость Божия. Он показывает вам ваше истинное «Я» настолько наглядно, что возврат назад уже невозможен. Старый ты бы никогда не выжить на новой территории, на которую вы только что ступили. Дикая природа позади тебя. Дверь открыта. Земля твоя. Теперь вы должны отречься от проклятия малости. Вы должны покаяться в вере в то, что бедность свята. Вы должны освободить и свой страх перед богатством раз и навсегда. Позвольте мне провести вас через эти заявления, произнесите их с полной убежденностью: я больше не нуждаюсь в чем-либо. Я – сосуд божественного изобилия. Мои финансы подчиняются Божьему завету, а не мирской системе. Я не буду извиняться за то, что мне повезло. Я не боюсь денег, они приходят ко мне, чтобы я мог выполнить свою миссию. Каждое слово, которое ты только что сказал, сажая духовное семя, это принесет плоды. Не когда-нибудь. Не в конечном счете. На сейчас. Потому что на небесах нет никаких задержек. Только выравнивание. И сейчас вы на одной волне. Итак, вот ваше приглашение, пройдите через дверь. Сделайте шаг. Шагните полностью в истину, что теперь ты богат. Даже если ваши глаза еще этого не видят, ваш дух уже это чувствует. И теперь ваша вера должна вести вас. Потому что единственное, что осталось делать, это получать. Больше никаких репетиций отказа. Больше не придется жить ограничениями. Больше никаких отсрочек судьбы. Теперь вы находитесь в том месте, где все становится возможным. Где божественное ускорение берет верх. Где деньги текут без страха. И с этого момента ты не будешь молиться как нищий. Ты молишься как наследник. Как инвестор королевства. Как дитя Всевышнего, ходящие в полном откровении своего наследия. Это дверь. Он открыт. И он не закроется. Но то, что вы сделаете сейчас, определит то, что будет дальше.
Оставайся со мной. Ключ я уже упоминал, что приближается время. И когда ты держишь его, все встанет на место. Но сейчас пусть это глубоко укоренится в ваших костях. Ты богат. Ты избран. Ты готов. Это ваша точка невозврата. Теперь я освобождаюсь. Не только от видимых ограничений, но и от безмольных, невидимых цепей, годами опутывавших мое сердце. Цепи из мыслей, которые я не выбирал. Убеждения, которые я унаследовал. Идеи усилий, ценности, недостатка, жертвы, которые никогда не были частью Божьего плана для моего изобилия. Я освобождаюсь от всякой лжи, которая учила меня, что богатство опасно, что процветание нужно заслуживать страданиями, что благословения предназначены только для избранных. Вот и все. То, что когда-то казалось трудным, словно погоня за облаком, которое никогда не приблизится, теперь раскрывается с изяществом, которое я едва могу постичь. Двери открываются без стука. Деньги появляются без просьб. Благосклонность окружает меня, словно атмосфера, и мне больше не нужно бороться, чтобы вдохнуть ее. И вот самая священная истина: я не создавал эту силу. Я развязанный это. Он всегда был здесь, дремлющий, ожидающий, скрытый под моими сомнениями, страхами, моей религиозной виной. Но теперь, когда он вырвался на свободу, это невозможно остановить. В основе всего этого лежит моральная дилемма, с которой справится лишь пробужденный. Теперь, когда вы знаете, насколько близко изобилие, что вы будете с ним делать? Потому что вот секрет, который мало кто вам расскажет: богатство не пассивно. Это живая сила река. Течение. Когда вы настроитесь на него, оно начнет течь через вашу жизнь, ваши решения, ваши отношения. Оно требует от вас чего-то, не работы, не борьбы, а выравнивания целостности. Преданность своему божественному предназначению. И вот вопрос, на который можете ответить только вы. Готовы ли вы перестать гнаться за деньгами и стать тем сосудом, по которому они текут? Вот почему многим так и не удается прорваться. Они подходят близко, они чувствуют течение, но сопротивляются сдаться. Потому что богатство не поселится в сосуде, который отказывается меняться. То, что вы чувствуете сейчас, эту вибрацию, покалывание в руках, бешеный ритм в груди – это не адреналин. Это ваш сдвиг частоты. Вы не просто думаете новые мысли. Вы вибрируете на новом уровне. Вы перешли в зону, где дефицит больше не может существовать. Он просто не может дышать воздухом этой высоты. И понимает ли ваш разум это или нет, твой дух уже сказал «да». Позвольте мне дать вам то, что мало кто получает, привилегированные знания. Истина, которая была погребена религией, забыта традицией и спрятана на виду в Священном Писании. Бог не создавал деньги для того, чтобы за ними гонялись. Он создал их так, чтобы их можно было притягивать через гармонию, через завет, через вибрацию. Вы не созданы для того, чтобы гнаться за деньгами. Тебе суждено воплощать чистоту божественного богатства, и оно придет к вам неудержимо, необоснованно, неоспоримо. Как гравитация. Как дыхание. Как будто пророчество сбылось. Раньше вы считали, что вам нужно силогрядущее богатство. Вас учили, что только через страдания, жертвы и постоянный труд можно заслужить свою долю. Но королевство не действует суетой, оно действует наследование. Теперь гонка ведется за богатством. Это река, а вы – долина. Она течет к вам естественно, непрерывно и обильно. Пусть это утвердится в вашем духе. Я больше не гонюсь. Я притягиваю. Я больше не борюсь. Я сдаюсь.
Но эта капитуляция налагает большую ответственность. Потому что теперь вопрос меняется. Можете ли вы позволить хорошим вещам приходить легко? Именно здесь многие отступают. Не потому, что им не нужно изобилие, а потому, что они все еще верят, что должны страдать, они саботируют легкое чудо. Они не доверяют открытой двери. Они колеблются, когда благословение приходит без объяснений. Но ты не вернешься. Ты вкусил первые капли реки. Ты ощутил течение. Ты отказался от старой парадигмы. Теперь вам нужно полностью отпустить ситуацию. Речь больше не идет о действии. Речь идет о разрешении. Позволишь ли ты себе быть благословенной без вины? Быть богатой без стыда? Получить без объяснений? Потому что вот предзнаменование того, что грядет, этот поток будет расти. Вы не готовы к тому, как быстро оно будет множиться. Вы не готовы к тому, как много людей поставят его под сомнение. Вы еще не осознаете, насколько заметным станет ваше благословение. И вам нужно подготовиться. Вот почему вам необходимо сейчас прийти в соответствие, не только в вере, но и в идентичности. Вы должны просыпаться каждое утро, зная: «Я сосуд. Я течение. Я избранный». Пути назад нет. Ты попал в измерение, где правила мира больше не действуют на тебя. Дефицит – это не ваша реальность. Усилие – не ваша валюта. Чувство вины вам не спутник. В настоящее время вы работаете в экономике, основанная на благодати. Движение, основанное на благосклонности. Поток, основанный на судьбе. И это будет странно. Потому что мир вокруг все еще гонится. Все еще царапает. Все еще верит в ложь, что они должны зарабатывать-то, что небеса уже обещали им. Но ты теперь живешь по секрету. И вот последняя правда, которую больше всего боятся принять. Единственное, что стоит между вами и несметным богатством, это ваша готовность позволить ему достаться легко. Да, легкость. Да, плавность. Да, это ощущение, когда благодать так тебя несет, что ты забываешь, каково это просить милостыню. Дайте своему телу почувствовать это. Это давление в груди. Это не тревога, это ваш дух расширяется. Это ваша способность удерживать более, чем вы когда-либо считали возможным. Прямо сейчас каждая клетка вашего тела реагирует. Приспосабливается. Приспосабливается. Вы не просто чувствуете это, вы становитесь этим. Ты слияние с изобилием. И чем глубже вы позволите течению унести вас, тем меньше вы будете его бояться. Чем больше вы отпустите контроль, тем больший контроль вы почувствуете. Чем больше вы отдадите, тем больше получите. В этом парадокс духовного пути к богатству. Чем меньше вы гонитесь, тем больше вы притягиваете. Чем меньше пытаешься понять, тем больше получаешь без вопросов. Вы больше не спрашиваете, как это произойдет. Теперь вы говорите: «Я готов, когда бы это ни случилось». Итак, здесь и сейчас провозгласите это: «Я в потоке». Поток богатства течет сквозь меня. Пусть это заявление станет вашим мировоззрением. Пусть оно станет вашей печатью. Потому что то, что грядет дальше, потребует еще большей самоотдачи, большей веры, большей видимости. Ты не сможешь скрыть свое чудо. Богатство будет говорить само за себя. Услуга вызовет шум. Двери распахнутся слишком широко, чтобы их игнорировать. Люди будут спрашивать вас, как это произошло.
И вы ответите не логикой, а правдой: я подстроилась под поток. Я поддалась течению. Я позволила Божьему изобилию найти меня. И они не поймут. Но вы это сделаете, потому что вы вошли в тайный поток. И как только вы окажетесь в нем, ты уже никогда не будешь прежним. Это больше не обещание. Это ваша реальность. Поток приходит в движение. Волна нарастает. И наследство ваше уже не приближается, оно приходит. Оставайтесь со мной. Потому что то, что я собираюсь выпустить дальше, это код, последний ключ, который навсегда запирает эту вибрацию в вашем будущем. И как только этот ключ повернут, ничто не сможет остановить сбор урожая. Вы когда-нибудь были на грани чего-то столь великого, столь священного, столь обильной, что это сделало ваше сердце дрожать? Этот странный момент, когда ты понимаешь, чудо не просто приходит, это уже здесь, но внутри тебя начинается безмолвная битва. Именно об этом моменте мы сейчас и говорим. Не о начале пути, не о конце, но о том тайном, трепетном порог между ними. Именно в этом месте вы почти саботируете благословение вы молились, потому что вы еще не верите, что достойны этого. Да, ты прошел долгий путь. Ты выдержал бури. Ты молился точка молитвы, произнесенное слово, и держался за вера, когда все в твоей реальности говорило тебе отпустить. Но теперь, когда дверь ее открывается, теперь, когда богатство, то избыток, то урожай все, что ты посадил, вливается в твою жизнь, вопрос поражает тебя, как гром: готов ли я к этому? Это, мой избранный ребенок, не просто момент страха, это акт 2, кризис вашей души, внутренний конфликт. Это последнее испытание перед тем, как ворота распахнутся. И оно проверяет не твой потенциал, это ваша вера, как ты действительно веришь, что ты создан для такого рода богатства, этот уровень чуда, это глубина услуга. Или старые голоса ограничений шепчут вам, чтобы вы вернулись в клетку. Вы стоите на краю своего наследования, и старое «я» хочет торговаться. Оно говорит: но ты и раньше терпел неудачу. Оно говорит: но ты же не богат. Это вызывает стыд, нужду и воспоминания о голоде. Но ты должен понять, эти голоса – отголоски, а не правда. Они о остатке прошедшего сезона. Им не место в этом священном пространстве. Трансформация. Божественный план не интересуется вашими прошлыми ошибками. Он реагирует только на ваши веры и вашу готовность получить. И не заблуждайтесь, то, что грядет, больше, чем вы себе представляли. Это перегрузит ваш банковский счет, ваши эмоции, ваши планы и, конечно же, вашу личность. Потому что вас призывают нести богатство не только для себя, но и как судно из Божий завет. Вот почему конфликт внутри тебя ощущается как огонь. Благословение реально. Но и страх тоже. Итак, позвольте мне спросить вас сейчас, готовы ли вы нести бремя услышанных молитв? Можете ли вы жить каждый день как магнит для избыток, зная, что это больше не молитва, это ответственность? Сможете ли вы держать деньги без чувства вины, использовать возможности без саморазрушения, войти в комнаты, которые вы когда-то считали слишком роскошными для такого человека, как вы? Потому что именно в этот момент Вселенная, где сам Бог ждет вашего ответа. И в глубине души вы это уже знаете. Да, вы готовы. Потому что Вселенная никогда не даст то, что ты не можешь унести. Потому что ваш вибрация «я» уже изменился. Свидетельством тому служат открывающиеся двери, выравнивающиеся связи и пульсирующая энергия, пронизывающая вашу жизнь. Избыток, что когда-то казалось далеким, теперь неизбежной, потому что твой душонаконец то совпадает с чистотой божественное процветание. Повторите это сейчас не со страхом, а с властью. Я избран, чтобы получать. Я – сосуд изобилия. Я
ключ к богатству поколений. И да, ваш разум все еще может пытаться вернуть вас. Это естественно. Это свойственно человеку. Но это последний вздох старой идентичности. Вы вступаете во что-то новое, сверхъестественное, и ваш внутренний конфликт – это признак того, что трансформация идет. Вот почему сейчас кажется, что все дрожит, старая структура рушится, освобождая место для судьбы. Все в тебе перестраивается, чтобы вместить то, что свято. Твою самооценку, твои способности, твоя молитвенная жизнь, ваш образ мышления, ваша щедрость, ваша смелость. Вы уже не тот, кем были, когда впервые попросили Бога о чуде. Вы изысканный. Вы были готовы. Вы пересекли пустыню и теперь стоите на берегу обетованной земли. Да, благословение велико. Оно священно. Оно могущественно. Но и ты тоже. И сейчас, в этот кульминационный момент, я спрашиваю вас, вы можете справиться с услугой вы просили? Можете ли вы жить так, как будто богатство уже твой? Можете ли вы воплотить энергию того, кто знает, не надеется, а знает, что Бог уже решила их победу? Повторите это еще раз. Пусть ваш дух послушайте это на этот раз. Приходящее богатство принадлежит мне по божественному праву. Я не гонюсь за ним, оно гонится за мной. Я настроен. Я готов. Я преображен. Пути назад нет. Вы перешли точку невозврата. Ваше сердце уже принял чистоту переполнения. Сопротивления больше нет. Деньги теперь сами к вам приходят, без борьбы, без стыда, без промедления. Ты не просишь об этом. Ты не доказываешь, что достоин этого. Вы принимаете это. Смело. Радостно. Благоговейно. Потому что когда Бог отмечает кого-то для процветания, никто, даже его прежний «я», не может этому помешать. Не поток возможностей, что теперь движется в вашу пользу. Это результат вашего семя из веры. Это результат ваших тихих ночей веры. И теперь поток открывается. Это священно. Это неостановимо. И это ваше. Пусть конфликт закончится. Пусть страх растворится. Пусть внутренняя война утихнет благодаря этой истине. Ты рождена для этого благословения. Ты ответ на молитвы твоей семьи. Ты и исполнение Божьего завета. И теперь все небеса празднуют твое решение. Оставьте комментарий ниже прямо сейчас, если это соответствует вашему духу. Я принимаю благословение, которое принадлежит мне по божественному праву. Я настроен на вибрацию богатства. Чудо больше не приходит, оно уже здесь. Я готов. Я преображен. Я сосуд. Напечатай это. Провозгласи это. Заяви об этом публично. Ведь когда ты это говоришь, ты запечатываешь это. Когда ты это исповедуешь, ты приглашаешь ангелов окружить это. Пусть весь мир узнает, ты больше не сомневаешься. Ты получение. Внутри тебя сейчас происходит нечто священное. Если ты внимательно прислушаешься не ушами, а дух, вы почувствуете это. Сдвиг настолько глубокий, настолько мощный, что он перестраивает саму структуру вашей реальности. В этот момент все меняется. Момент, когда завеса поднимается, и правда-то, что вы искали, больше недалекий шепот, он громкий, ясный и неоспоримый. Вы никогда не были созданы, чтобы бороться за свое изобилие. Да, ваш разум все еще дрожит. Сопротивление есть. Это нормально.
Вот что происходит в кульминации каждого духовного пути, когда старое «я», построенное на страхе, стыде и нужде, осознает, что его время истекло. Оно сопротивляется, потому что знает, что его разрушают. Но послушай, дрожь – это не слабость. Это свидетельство того, что трансформация уже началась. Это звук разрывающихся цепей. Вы достигли божественного противостояния, момента, когда каждоикоренная вера о богатстве, усилиях, благословении и ценности поднимается на поверхность для повторного изучения. Вас годами учили, что деньги приходят только через трудности и избыток – это награда за страдания. Эта Божья милость, это должно быть заслужено борьбой и потом. Но сегодня что-то внутри тебя осмеливается спросить: а что, если это никогда не было правдой? И в этом священном вопросе все начинают распутываться. Что, если богатство никогда не было связано с усилиями, а с выравниванием? Что, если завет всегда основывался на вибрации, а не на жертве? Что, если избыток никогда не было чем-то, зачем следовало гнаться, а было чем-то, что следовало получать? Что, если чудо уже было в движении, задолго до того, как вы что-либо сделали, чтобы заслужить его? Это, Дитя Божье, момент просветления. Разрушение лжи – точка освящения твоей души. Потому что Вселенная, божественная энергия самого Бога, не реагирует на усилия, она реагирует на частота. К вибрация. К духовному языку веры. И прямо сейчас все ваше существо учится новому языку. Вы избавляетесь от голоса прошлого, голоса, который велел вам суетиться, бороться, зарабатывать, выживать, и принимаете новое осознание. Вам не нужно страдать, чтобы быть благословенным. Вам не обязательно выгорать, чтобы разбогатеть. Вы не должны жертвовать своим покоем ради успеха. Твое наследование было написано в небесное. Чернила задолго до того, как вы поняли, что с этим делать. И теперь, когда вы выровнялись, он преследует тебя. Каждый ваш вдох теперь посылает сообщение в духовный мир: «Я готов». Я вибрирую на частоте богатства. Я больше не сопротивляюсь. И этого достаточно. Вам не нужно делать больше. Вам не нужно все исправлять. Вам не нужно доказывать свою правоту. Энергия богатства, он разумен. Он распознает направление. Он знает свой пункт назначения. И теперь этим пунктом назначения являетесь вы. Это откровение не просто идея. Это смена парадигмы. Полная перестройка вашего внутреннего мира. Вы выходите из тьмы. Из комнаты, где вас учили сравнивать ценность с болью. Где вы верили, недостаток был святым и богатства были подозрительны. Когда вы боялись просить слишком многого, опасаясь, что Бог бы счел тебя неблагодарным. Но теперь ты ясно видишь, бедность – это не благочестие. И недостаток – это не смирение. Божественный план никогда не был маленьким. Он всегда был обильный. Вы здесь не для того, чтобы страдать, вы здесь для того, чтобы светить. Вы здесь не для того, чтобы выживать, вы здесь для того, чтобы умножать. Вы здесь не для того, чтобы нести родовые проклятия, вы здесь для того, чтобы нести урожай. И как только вы осознаете эту истину, война внутри вас прекратится. Страх растворится, точка сознания дефицита, которая держала вас в заложниках, начинает распадаться в свете этого сверхъестественное понимание. Да, вас учили, что деньги не растут на деревьях. Но вам этого никогда не говорили, коты, дерево и фрукты из процветания, они всегда были внутри тебя, ожидая своего расцвета. Они научили тебя этому, успех только кровь и пот. Но никто тебе этого не сказал, милости – это ключ, который открывает все двери без силы.
что божественное благословение не требует выгорания, только веры. Итак, теперь выбирайте. Не с помощью логики, а с помощью веры. Вы выбираете отказ от идентичности борца. Вы решаете отказаться от иллюзии, что больше усилий означает больше благословения. Вы выбираете шаг в свет, в роль преемник, а не только ищущий. Потому что изобилие – это уже не цель. Это ваш новый нормальный. И единственное, что может это остановить, это та часть тебя, которая отказывается это принять. Но эта часть теряет силу. С каждым вздохом, с каждым заявлением, с каждым молчанием .молитва вы отвоевываете территорию в своем разуме. Вы переписываете правила своей реальности. Вы наконец-то интегрируете эту святую истину в каждую клеточку своего существа. Я больше не боюсь богатства. Я не боюсь легкости. Я не боюсь радости. Я не боюсь жизни, которую когда-то считал слишком. Теперь вы готовы принимать без чувства вины. Теперь вы открыты для чуда, не подвергая сомнению вашу ценность. Теперь вы доверяете благословению, даже если оно приходит без предупреждения, без борьбы, без объяснений. Потому что твой душа больше не удивляется успеху. Вы понимаете, что богатство – это естественное следствие вашего мировоззрения. Вам не нужно суетиться, чтобы доказать свою святость, только секрет не в том, чтобы работать усерднее, а в том, чтобы, оставаясь выше в вибрации, в мысли, в осознании. Так что оставайтесь там. Поддерживайте вибрация. Теперь это твоя единственная работа. Все остальное вытекает из этого. Вы уже подключены к чистоте богатства, не позволяя разуму утащить тебя назад. Когда он сомневается, говори с ним голосом истины. Я нахожусь в гармонии с божественным богатством. Я не гонюсь за ним, я его привлекаю. Я не прошу, я получаю. Я не боюсь, я доверяю. Пусть твое прежнее «я» трепещет. Пусть оно исчезает. Потому что ты больше не тот человек. Вы входите в завет. Вы вдыхаете .избыток. Вы думаете в чудо-язык теперь. Вы больше не действуете по человеческим правилам. Вы синхронизированы с божественным временем. И вибрация, которую вы несете, откроет дверь, которую ни один человек не может закрыть. Взгляните на свою жизнь и смело заявите: «Я больше не гонюсь. Я притягиваю. Я больше не задаю вопросов. Я утверждаю. Я больше не боюсь. Я переполняюсь». Не свет это, не момент, это состояние. И вы вошли в него. Поэтому сегодня выбирайте освобождение от оставшейся вины, стыда или страха вокруг деньги. Примите решение вдохнуть жизнь в свои финансы. Примите решение объявить свою новую духовную чистоту. И если это слово нашло в вас отклик, закрепите его сейчас в комментариях этим публичным утверждением: «Я выбираю свет изобилия. Я разрываю все связи с нехваткой. Я нахожусь в гармонии с божественным богатством. Я не гонюсь за ним, я притягиваю его. Я не боюсь, я переполняюсь. Моя судьба предопределена изобилием». Это не просто комментарий. Это декларация Вселенной, письменная подпись в духовном мире, которая отмечает вашу полную интеграцию в вибрацию сверхъестественного благословения. Не разуможите все еще попытаться сомневаться, но ваш дух уже радуется. И с этого дня все меняется. Теперь все спокойно. Все ясно. Больше нет ни смятения, ни промедления, ни внутреннего сопротивления. В этой тишине, в этой святой ясности одна истина возвышается над всем: богатство никогда не было далеко от тебя.
Оно никогда не пряталось. Оно никогда не было вне досягаемости. Оно никогда не находилось в чьих-то руках за запертой дверью, которую могли открыть лишь избранные. Он всегда был рядом с тобой. Все это время. Терпеливо ждал. Потому что окна небесные уже открыты. Вопрос только в том, сохраните ли вы гармонию с получением. Благодарность – один из ключей, который не дает потоку заблокироваться. Просыпайтесь каждый день и слава Богу заранее. Не только за то, что вы видите, но и за то, что уже разворачивается в духовной сфере. Пусть эта истина будет глубоко заложена в вашем сердце, к дух. Прорыв поддерживается дисциплиной, вы уже открыли священный поток, присоединившись к этой молитве, провозгласив слово, получив помазание Святой Дух. Но теперь ты должен сторожить, что дал Бог. Ты должен поливать семя с ежедневным действием, ежедневно молитва, ежедневно благодарность и ежедневно зрение. Вот как чудеса станьте образом жизни, не просто событиями, а доказательствами. Доказательствами вашего партнерства с Богом. Свидетельство твоего внутреннего преображения. Свидетельство твоего послушания божественному порядку. Помните, чему учит слово Галатам 6:9: «Делая добро, не унываем, ибо в свое время пожнем плоды, если не ослабеем». Твой урожай привязан к вашему привычке. Твой будущее оплодотворяется тем, что вы решаете провозглашать, во что верить и строить каждый день. Продолжайте провозглашать. Продолжайте сеять. Продолжайте управлять. Продолжайте верить. Продолжайте двигаться вперед. Это было не то Вселенной, что нужно было дать вам что-то, это была ты, кому нужно было пробудиться. Это не было бы кто задерживал благословение. Ваше собственное сердце еще не приняло его. И вот вы увидели это. Завеса приподнялась. Откровение пришло, и вы уже никогда не сможете вернуться к прежнему образу мышления. Потому что однажды семя изобилия заложено в душе, и как только глаза открываются на то, что всегда было там, происходит нечто необратимое. Возврата к нужде нет, потому что дефицит никогда не был правдой, всего лишь образ мышления. Туман. Тень. Несоответствие. Сегодня ты перестроился. Ты вспомнил свое божественное право. Вы вернулись в завет богатства и благословения, что было написано в твоей жизни с начала времен. И ты знаешь со священной уверенностью, что дело никогда не было в том, чтобы получить что-то новое, дело всегда было в том, позволяя. Вот с таким словом я вас сегодня оставлю, позволять. Разрешить богатству, что всегда окружало вас, наконец-то войти. Позвольте избыта, который ждал на пороге вашего разума, чтобы войти в дверь вашей жизни. Позвольте деньги, которые уже ищут тебя, чтобы найти тебя с легкостью. Это не усилие. Это не борьба. Это выравнивание. И теперь, когда вы на одной волне, все ускоряется. Каждая произнесенная вами молитва, каждое сделанное вами заявление, каждая повторенная вами истина – это уже не просто семя. Это искра. А искра, если ее подпитывать, становится пламя. И пламя, если его взращивать, становится неконтролируемый огонь из процветания и трансформации, которая поглотит все оставшиеся следы недостатка в вашей жизни. Вы больше не надеетесь, вы ожидаете. Ты больше не достигаешь, ты получение. Вы больше не сомневаетесь, вы провозглашаете. И каждый раз, когда вы возвращаетесь к этой чистоте, каждый раз, когда вы повторяете эти истины, каждый раз, когда вы говорите «богатство – мое естественное состояние», вы не начинаете все сначала. В умножении ты подливаешь масло в огонь. Ты ускоряешь неизбежное. Ты больше не спрашиваешь, вы командуете. Пусть это станет вашим священным ритмом, не ритуалом мольбы,
а праздником получения. Каждое повторение – это не просьба, это подтверждение. Каждый раз, когда вы пишете, говорите или размышляете об этой истине, вы укрепляете свою личность как тот, кому не просто позволено быть благословленным, но и предназначенный быть благословленным. И это приводит нас к окончательному решению. Теперь, когда дверь открыта, как быстро вы хотите, чтобы богатство достигло вас? Потому что дверь открыта. Вибрация активирована, точка благословения уже в движении. Единственная переменная сейчас – ваша приверженность. Будете ли вы возвращаться к этому слову каждый день? Будете ли вы произносить эти утверждения вслух? Будете ли вы соблюдать пламя жечь или позволить старому ветру сомнений попытаться задуть его? Решение за вами. Но я думаю, вы уже знаете, что выберете. Ты вкусил, что возможно. Ты ощутил силу божественного точка откровения. Вы перешли из позиции страха в позицию избыток, вам больше не нужно разрешение от мира. Вы уже получили разрешение от Бога. Из завет. Извечное семизаложенный в вашей душе задолго до вашего рождения. Поэтому уделите этому минутку прямо сейчас. Дышите глубоко, вдохните эту новую идентичность. Вдохните вибрация богатства. Вдохните реальность того, что это не то, что произойдет когда-нибудь, это происходит сейчас. И если вы готовы это подтвердить, и если вы готовы поддерживать огонь, я прошу вас из глубины этого священного пространства, оставьте комментарий прямо сейчас и объявите это публично. Писать «Богатство – мое естественное состояние». Я настроен на мир. Я не гонюсь за ним, я притягиваю его. Дверь открыта. Огонь горит. И благословение уже мое. Пусть ваш комментарий станет следующим шагом в вашем умножении, пусть это будет спичка, которая поднимет огонь. Не просто наблюдайте за этим преображением, участвуйте в этом. Заявите, что это ваш сезон перелива. Что вы не просто зритель, вы судно божественного процветания. И если это слово зажгло что-то внутри тебя, если оно напомнило тебе, кто ты на самом деле, подписаться сейчас. Не просто к каналу, а к путешествию. Потому что это не конец, это начало чего-то нового, сверхъестественное. Каждое последующее сообщение будет новым пламенем, новым ключ, еще один уровень откровения. Это путь роста, путешествие божественное умножение, и мы пройдем этот путь вместе. Итак, нажмите подписаться, включите уведомления и оставайтесь на связи. Потому что в следующем сообщении мы поговорим еще подробнее о том, как защитить богатство, как жить как духовный магнит для богатства без страха, как перейти от получения к управлению к умножению. И если вы думали, что это большой прорыв, просто подождите и увидите, что будет дальше. Неурожай – это не конец, это начало нового цикла расширения. Итак, идите сейчас. Напишите свое утверждение. Заявите о своей правде. Подпишитесь. Присоединяйтесь к этому движению. Вибрации нарастают, атмосфера меняется, и время ожидания закончилось. Это новый ты. Это настоящий ты. И это только начало.